Привет, друзья! У Honor появились новые смартфоны. Компания провела в Китае презентацию, где показала серию Honor 300. В нее вошли три модели – базовая, Pro и Ultra. По начинке и дизайну между устройствами есть отличия. Сейчас расскажу все подробно. Подписывайтесь на канал. Поехали! Базовый Honor 300 поставляется с одинарным вырезом для фронтальной камеры, а еще у него плоские передние и задние панели. Грани тоже плоские. У прошки и у ультры скругление на корпусе и экране и двойной вырез спереди. Блок камер странной формы получили все новинки. Технические характеристики вы видите на экране. Honor 300 Ultra получил сенсор Sony IMX906 в основной камере и Sony IMX858 в телевике. Поддерживается оптический 3,8-кратный зум и 100-кратный цифровой. Смартфон может похвастаться ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, сверхпрочным передним стеклом и поддержкой спутниковых СМС, кому это надо, конечно. У всех устройств корпус с защитой IP65. Размеры экранов примерно одинаковые, все три AMOLED, 120 Гц и 4000 нит яркости. По процессорам база получила Snapdragon 7 Gen 3, а Pro и Ultra версия Snapdragon 8 Gen 3. Оперативки много, памяти до 1 терабайта, батарея по 5300 мАч с различной быстрой зарядкой. Цены начинаются от 33 тысяч рублей в Китае, это 2300 юаней за версию 8256, и достигают 68 тысяч рублей или 4700 юаней за версию 16,1 терабайт, это Honor 300 Ultra. Напишите в комментариях, как вам новинки, как относитесь к компании Honor, Huawei и к их операционной системе. Удобно или нет? Напишите в комментариях, обсудим. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш второй канал Вечерние Откровения. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Заглядывайте почаще. Пока-пока.